Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об трех ароматах, которые я купила, когда ездила в отпуск. Первый аромат — это масло, которое продается на разлив. Это вот в курортных городах, также в других каких-то, в основном в областных центрах, мне кажется, есть точки, где продается на разлив вот эти масла. Они сделаны как копии под оригинальные какие-то брендовые ароматы. Там разные марки, копируются и бюджетные, и люксовые, и нишевые. От бюджетных до очень дорогих. В общем, цена на эти масла там 125 рублей за миллилитр. Вообще, я считаю, что, как бы сразу скажу, что я считаю эту цену очень завышенной для этого масла, учитывая его качество. Я не знаю, почему это так дорого стоит. По факту, вы знаете, 125 рублей за миллилитр — это можно просто в распив купить, какой-то Монталь, Мансеру и другие люксовые ароматы. Это будут оригиналы, и смысл тогда покупать это масло. Это у меня копия на Soleil Blanc от Tom Ford. Мне этот аромат, понравился тем, что он имеет такую направленность летнюю, такую отпускную, что-то такое вот и цветочное, и кокосовое, и запах средств для загара тут присутствует. И мне хотелось, да, какую-то копию на Тома Форда, вот что-то, я не знаю. Если бы, конечно, был вот это из голубой линейки какой-то аромат, я бы купила, но этот тоже мне показался интересным. Вот, и получается, что 4 миллилитра стоит 500 рублей. Мне кажется, да, завышенная цена в плане того, что это аромат, он не имеет той диффузности, не имеет того раскрытия, как у оригинала. Tom Ford все-таки стойкие ароматы. Понятно, что даже в распив Tom Ford будет стоить намного дороже, но тем не менее. Этот аромат конкретно, он не имеет диффузности. Я как-то очень слабо его от себя слышу. Хотя он такой вот, да, он очень маслянистый, но не густое это масло, оно такое слегка жидковатое. Поэтому его, конечно, тут у меня как пульверизатор, но его нужно только намазом наносить, потому что оно, если брызнуть, оно будет слишком много и будет просто стекать по руке. В общем, будет трэш. Поэтому намазом я так наношу, но все равно как-то его слабовато слышно. Нет никакого, мне кажется, шлейфа от меня. В общем, вообще недовольна этим маслом. Не знаю, как другие ароматы. Может быть, мне кажется, что то же самое будет и с другими. Вы знаете, я вот смотрела много обзоров. Вот Александр Интеллигентов рассказывал, да, вот про масла, которые он покупает от Латафы. Я не знаю, это то же самое или это совсем другое, не могу сказать. Может быть, это другое. Но там тоже он говорил как-то, да, он вроде бы говорил, что вроде бы они стойкие, и он даже их разбавляет, их слышно. Но в то же время он упоминал такой момент, что вот они ему нужны для того, чтобы просто изучить аромат, почувствовать вот этот аккорд, характерный для этого аромата оригинального. То есть как вроде бы ему это нужно не для того, чтобы пользоваться и иметь шлейф и диффузию, а для того, чтобы, просто, да, почувствовать аккорд этого аромата. То есть, в таких, скажем, целях больше, научных, скажем так, а не для того, чтобы вот просто хорошо пахнуть, там, пользоваться, и чтобы делали комплименты. Поэтому как-то так, недовольна я этим маслом, считаю, не стоит оно своих денег, и никому не советую это покупать. Это продается в таких красивых, если найду фото, я вставлю красивые такие графины резные, в общем, в такие с золотом отделанные, и просто стеклянные, в общем, там все так это красиво выглядит, прям хочется сразу все купить. И из графина, когда вот нюхаешь эту крышку, она тоже так хорошо пахнет, и вроде бы так насыщенно пахнет, и ароматы такие приятные, и похожие на оригиналы, вот те, которые я знаю, я там некоторые попробовала, понюхала, были похожи на оригиналы, хотя вот конкретно, допустим, Coco Mademoiselle от Chanel не похожа, хотя девочка тоже там пыталась меня убедить, что кто-то там покупал, и им похоже всем, а вот мне только не похоже. Вообще мне Мадмуазель абсолютно, у меня есть версия Intense оригинал, поэтому это то, что мне есть с чем сравнить. Я понюхала, абсолютно, может там какие-то ноты перекликаются, но нет того аромата, который в оригинале, сходства нет.
какого-то существенного, скажем так. Поэтому вот такая история с этим маслом получилась. Лучше я куплю в распив какие-то не слишком дорогие ароматы, не намного дороже и нишевые стоят. Некоторые достойные марки можно купить, и там запах, он держится по 5-6 часов. Это как бы на уровне каких-то, наверное, дешевых подделок на Tom Ford. Вот так вот, мне кажется. Ну, второй аромат, который я купила, ну, такой вот в Отливанте, это Италика Ксержов. На Авито я заказала у одной девушки, и приехал этот аромат. Цена была дешевле, чем в распив. Как бы этот аромат мне понравился. В принципе, посмотрела обзоры, примерно знала, чем он пахнет. Это действительно запах какой-то кофейни, такой вот какие-то пирожные, да, миндальные пирожные, какие-то напитки такие согревающие, вот такая гурманика. Да, абсолютно такой гурманский аромат с нотами миндаля. В общем, да, приятный. Ну, наверное, больше на прохладное время года, хотя и летом тоже. Вот я его тестировала летом во влажном климате. В принципе, тоже мне понравился. По вечерам, наверное, можно, ну, не в 40-градусную, конечно, жару, как сейчас. Хотя, кто знает, может быть, наоборот, этот аромат, он будет хотя бы не так быстро слетать, как все остальное. Как какие-то свежаки, да, которые вроде бы как принято носить летом. В общем, да, Италика Ксержов мне понравился аромат. И с одной стороны, да, вроде бы как он и похож на какие-то гурманские ароматы, с другой стороны, он какой-то и по-своему уникальный. Таких, ну, у меня, по крайней мере, таких нет, и я довольна этой покупкой, потому что такая вот миндальная гурманика для меня это новое направление, которое я попробовала, потому что из миндальных у меня есть только Трусарди Миланезе Портанова, ну, там пудровый такой, более посвежее аромат. Здесь, конечно, такой очень сладкий, такой густой, насыщенный. Вот здесь есть и диффузия, и отдача аромата, и шлейф. Здесь все это присутствует, поэтому тут как бы нет сомнений в оригинальности. Хотя под эту марку тоже уже делают подделки. Вот. И третий аромат, который я приобрела на отдыхе уже буквально в самые последние дни, это Only You от Новой Зари, который я очень хотела и везде спрашивала, есть ли в наличии этот аромат, но в моем городе его нигде не было. В курортном городе, куда я поехала тоже, скажем так, на экскурсию, можно так сказать, там я увидела, что в одной из точек есть этот аромат. Как же я была рада, что я наконец его нашла и купила, причем за нормальную такую адекватную цену. Мне показалось, что он в направлении Ганимеда, вот такое что-то молекулярное чувствуется, африканский бал, который, по идее, на который он должен быть похож, я в оригинале пока не попробовала. Постараюсь, конечно, затестить где-то и сравнить. Ну, говорят, что очень похож, и, в принципе, да, он такой освежающий, действительно, вот ну, такая свежесть в нем присутствует. Ну, вот для меня он какой-то ганимедоподобный. Может, по направлению, конечно, это не клон, не какой-то прям супер близкий аромат, но вот само направление вот этой свежести, такой вот какой-то, как говорят, это запах журнальных страниц. Ну, я как-то такой ассоциации не ощущаю, но вот это такая действительно свежесть, которая не уходит ни в какую, ни в цитрусы, ни в сладость. Такая свежесть, которая она не скатывается ни во что другое, даже в жару. Она вот остается вот такой вот, как бы где-то немножко порошковой, но порошковую свежесть я не люблю, а это мне приятно. Поэтому довольно очень. Тут как бы и цветочки какие-то присутствуют, какой-то лимончик такой кисленький, и вот это немножко как сигаретность, да, которую вот многие описывают. Ну да, что-то такое. Вот эта свежесть как раз и дает такой немножко отсыл вот к папиросной бумаге, к какой-то мокрой пачке сигарет. Ну, это тоже как бы надо включить воображение. Это не так прямо, вот прям такая табачность. Нет, напрямую тут такого нет. Просто свежесть такая немного терпкая.
Вот такие вот ароматы, которые удалось мне. Да, какие-то удалось, которые какие-то, к сожалению, удалось, да, приобрести. Есть такие магазины, называется «Секрет пирамиды». Там тоже эти масла вообще, по-моему, еще дороже стоят по каким-то заоблачным ценам. По рассказам продавцов это прям что-то очень прям стойкое. Ну, не знаю. Вообще не почувствовала никакой стойкости в этой вещи. Прям, да. Чисто вот из любопытства, можно сказать, купила. Но слава богу, что там вот 4 мл есть такой минимальный объем, который можно купить, не особо разорившись. У меня на этом все. Хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока.